Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание полотенцу, потому что многие люди, к сожалению, допускают ошибки, а потом задаются вопросом, а почему происходят те или иные моменты в жизни. Давайте вместе с вами будем далее разбираться в этом видео. Вы знаете, когда-то не было такого вот разнообразия полотенец. В основном, в большинстве случаев, они изготавливались самостоятельно каждой семьей. И наши предки старались придерживаться всех правил, которые были связаны с полотенцами, так как от этого зависело то, какими энергиями они себя окружали и какие события притягивали в свою жизнь. В наше с вами время полотенца есть всевозможные. Их изобилие порой просто удивляет. И махровые, хлопковые, бамбуковые, вафельные, разной плотности, с разными рисунками, вышивкой, украшениями. Для лица, для волос, для тела, банные, для ног, для кухни, для домашних любимцев. Но мы, в свою очередь, перестали придавать им особое внимание, чем в большинстве случаев допускаем ошибку, так как неправильно обращаемся и делая то, что причиняет нам уже энергетический вред. Полотенце – это вещь, без которой не может обойтись ни один человек. В основном, покупая полотенце, мы выбираем его на энергетическом уровне, по цвету, на ощупь, сами того даже, возможно, не подозревая. Полотенце стало подарком, который подходит на любой праздник. Мы дарим их, принимаем в подарок и не задумываемся о том, что же это может нам принести и чем может для нас обернуться. Поэтому трудно сейчас представить себе хотя бы одну семью, у которой в доме нет достаточного количества полотенец. Они перестали иметь такую ценность, как было раньше. И давайте поговорим о том, каких правил, совет, рекомендаций нужно придерживаться и можно ли дарить вообще полотенца, чтобы потом не думать, откуда посыпались неприятности и что делать для того, чтобы от них избавиться, вернув себе счастливую, успешную и обеспеченную жизнь. Полотенца, которыми вы пользуетесь, должны быть из натуральных тканей, так как натуральная ткань не способна притягивать нехорошие и ненужные энергии. Что не скажешь про полотенца из синтетики, ведь эта ткань электризуется, а это явление способно привлекать нехорошие энергии, которые будут оказывать на вас неблагоприятное влияние. Чтобы этого не было, никогда не экономьте на полотенцах. У каждого члена семьи должны быть в доме свои полотенца. Вытираться одним полотенцем нельзя, так как такое действие внесет разлад даже в самые крепкие отношения, наполнит их ссорами и проблемами, а пару, которая не состоит в браке, это может привести к расставанию. Также на каждый участок тела должно быть свое полотенце для волос, для лица, для тела и для ног, чтобы не смешивать потоки поступающих энергий и этим не перекрывать важные энергетические каналы, которые отвечают за поступление энергии через свой участок тела. Если вы будете вытираться одним полотенцем со своим ребенком, вы ослабите его энергетическое поле и сделаете его подвластным влиянию недоброжелателей со стороны. К полотенцам деток до 7 лет не должен никто прикасаться, кроме родителей. Поэтому уделяйте этому внимание и следите, иначе ребенок будет беспокойным и капризным. Полотенце должно висеть на специально отведенном месте, иначе оно может притянуть негатив, а вы во время того, как будете ним вытираться, притянете данный негатив к себе. Не стоит вешать полотенце и на угол двери. Это притянет к вам головные боли. Также не стоит вешать и на дверь. Это притянет проблемы со здоровьем. Положив полотенце на стол, вы не только нарушите энергетику жилья, но и лишите себя удачи на неопределенный срок. Если полотенце упало, это принесет в ваш дом плохие вести, и касаться они в большей степени будут того, чье полотенце упало. Если такое произошло, обязательно сразу его поднимите. Трижды стряхните, подумав о том, что все плохое обойдет вас стороной, и сразу повесьте на место.
Полотенце нельзя класть на пол, кроме полотенец, которые предназначены для ног, иначе это притянет целый ряд проблем, которые будут создавать достаточно сильные неудобства. Если полотенце падало и не успело долететь до пола, вы его подхватили, это означает, что вам стоит приготовиться к приходу гостей. При этом прислушивайтесь к внутреннему чувству. Оно вам непременно укажет на то, хорошие это гости будут или даже не очень. Если полотенце падало и зацепилось за стул, это означает, что в дом придет недоброжелатель. Поэтому будьте внимательны и делайте, конечно же, правильные выводы. Но если полотенце упало в ванну и намокло, это знак того, что вам нужно провести энергетическую чистку. Вы где-то подхватили негатив, а если упало и не намокло, это к неприятному разговору. Но если намокла только одна часть, это к проблемам с коллегами. Но решение данной ситуации быстро найдется, поэтому не стоит переживать. А если упало полотенце для волос, тогда нужно сходить в парикмахерскую, обязательно срезать кончики или обновить прическу. Это будет знак того, что на ваших волосах остался негативный посыл от недоброжелателя. Ну а если упадет кухонное полотенце, это означает, что в семье будут сильные денежные проблемы. И чтобы этого избежать, нужно в этот же день или на следующий заняться благотворительностью. Полотенце после использования нужно хорошо просушивать, вытираться мокрым полотенцем. Это не только не гигиенично, как многие думают, но и вы должны знать, что такое действие притянет к вам череду конфликтов и неприятностей. Но если будете вытираться полотенцем, у которого появились потертости на ткани, то вы притянете к себе сплетни и зависть. Если полотенце случайно загорится, это означает, что скоро жизнь хозяйки изменится в лучшую сторону. Но таким полотенцем больше нельзя будет пользоваться, нужно подождать, пока данные события начнут происходить, и тогда полностью его сжечь, чтобы они остались в вашей жизни и изменили ее только в лучшую сторону. Если у вас украли полотенце, это означает, что данный человек заберет ваши проблемы. Если украдут кухонное полотенце, тогда заберут благополучие из вашего дома. Поэтому, когда в дом приходят гости, такие полотенца лучше прятать. Если украдут старенькое, но целое полотенечко, это означает, что человек, который это сделал, осуществил такое действие целенаправленно. Он чему-то завидует, что есть в вашем доме, и поэтому таким образом хочет у вас что-то отобрать. Как только вы такое заметили, подожгите обязательно восковую свечу, сделайте с ней круг по дому, а затем трижды пройдите вдоль порога входной двери и при этом трижды обязательно скажите такие слова: «С тем полотенцем, что из дома моего унесли, связи больше этот дом и семья моя не имеют. Ее разрываю, а тому человеку, что зло причинить хотел, с данным полотенцем весь негатив из своего дома отправляю». Так вы сохраните свою энергетику и от негатива накопившегося избавитесь. Если же вы украдете где-то полотенце, знайте, это притянет к вам проблемы со сном и бессонницу. Если вы украдете полотенце в гостинице, это приведет к тому, что вам трудно будет избавиться от плохого настроения и страхов, которые начнут наполнять вашу жизнь. Также нельзя приносить в свой дом полотенце, если вы его нашли, и неважно, в подъезде, во дворе дома, даже если оно совсем новое, так как принесете в свой дом что-то плохое, что наслали на данное полотенце. Ну а чтобы отдать это кому-то другому, избавившись от проблем, которые мешают вам спокойно жить. Не стоит и вам выбрасывать полотенце из своего дома просто так, не разорвав с ними связь. Ведь вы знаете, что все вещи, предметы, атрибуты, которые находятся в вашем доме, тесно переплетаются с вашей энергетикой. И просто что-то выбросив, вы выбрасываете часть энергии, а она, находясь среди мусора, будет передавать вам энергии, которые будут к себе притягивать. А в данном случае энергии негативные, и такое действие ничего хорошего вам не принесет. Поэтому, если вы решили избавиться от полотенца,
Это нужно делать правильно, и для такого действия есть два способа. Первый – это сжечь его. Огонь поможет разорвать вашу энергетическую связь. А второй – на сутки посыпьте его сверху солью, а перед тем, как выносить на мусор, подожгите свечу белого цвета. Сделайте ней над своей головой 3 круга по часовой стрелке. Затем возьмите свечу в левую руку и сделайте ней разделительное движение между вами и полотенцем. Капните на него капельку воска, проговорив при этом такие слова: «За то, что мне служила, в делах домашних помогала, тебя благодарю, но больше тебя ни о чем не прошу. Связь нашу разрываю, ее никогда не возобновляю». Договорив эти слова, свечу тушите, а полотенце так, чтобы не рассыпать соль. Нужно сложить в пакет и завязать на узел, после чего можете его выбрасывать и ни о чем не переживать. Связь с ним вы больше не имеете. Ни в коем случае не давайте полотенца, которыми пользуетесь вы и ваша семья, гостям. Человек, который будет ним вытираться, даже не желая этого, отберет у вас счастье, поэтому, чтобы не рисковать для таких целей, должны в доме быть специальные гостевые полотенца. Ни в коем случае не одалживайте полотенца из дома. Такие действия притянут к вам финансовые проблемы. Следите за тем, чтобы гости, которые пришли к вам в дом, не вытерли руки в ваше полотенце или кого-то из членов семьи, так как это наполнит вашу жизнь или того, в чье полотенце вытерли руки, хлопотами в личной жизни. Поэтому выдавайте полотенца для рук и предупреждайте гостей, чтобы они вытирали руки в него. Ни в коем случае не мойте полотенцем полы в доме. Если будете мыть старым, то притянете в дом разрушительный негатив, который повлечет за собой серьезные последствия для всех членов семьи. Если купите для этих целей специальное полотенце, это притянет в дом потерю крупной суммы денег. Если будете пол мыть полотенцем, то незамужняя девушка или женщина не сможет выйти замуж еще на протяжении многих лет. Если будете мыть полотенцем будет мужчина, парень, при этом неважно, женатый или нет, такое действие притянет к нему проблемы с внешностью, может нарушиться и здоровье кожи. Если вы ввешивали стирку или просто хотите просушить полотенце, а оно упало за балкон или за окно, это означает, что вас ожидают серьезные проблемы на работе. Если вам предстоит куда-то командировка и такое действие произошло перед вашим отъездом, вам нужно серьезно поберечься и даже, если есть возможность, перенести поездку. Принесите такое полотенце домой и обязательно замочите его на 7 минут в солевом растворе из крупной и мелкой соли, проговорив при этом такие слова: «Соль, помощь окажи, негатив от меня сильный отведи, чтобы мне не повредил и бедой не наделил». Это действие поможет нейтрализовать негатив, но поберечься все же нужно. Ну а если вы хотите привлечь в дом благополучие, разместите на подоконнике полотенце, а сверху кругом положите 8 монет желтого цвета, проговорив при этом на каждую монету такие слова: «Все, к чему данным полотенцем впредь прикасаюсь, мне помогает и благополучие в мой дом привлекает». И оставьте так все лежать до утра, после чего на следующий день монеты отдайте на благотворительность, а полотенце используйте в своих целях. Полотенце можно и даже нужно дарить, но помните, что только самым близким и родным людям, тем, кому вы желаете подарить положительные энергии, приятные события в их жизни, наполнив ее теплом, любовью и удачей. Выбору полотенца обязательно уделите особое внимание, оно должно при том, когда вы будете к нему прикасаться, вызывать у вас желание его купить. Также оно должно быть приятное на ощупь, цвет должен быть успокаивающим. Не стоит дарить красные полотенца. Это притянет к тем, кому вы преподнесете такой подарок, вихрь из ненужных эмоций. Не стоит дарить и черное, темно-синее полотенце. Это грусти. Ни в коем случае нельзя незамужним девушкам дарить белое полотенце. Оно будет притягивать к ней одиночество и мешать встретить достойного человека. Подарив оранжевое полотенце мужчине, вы притянете к нему обман. Близкому человеку обязательно преподнесите полотенце 2 руками одновременно и про себя в этот момент скажите такие слова: «Эти полотенца тебе дарю», называйте имя, «Счастливую судьбу желаю, пусть только ты о чем пожелаешь,
Полотенце это ощущает, и получить тебе это поскорее в свою жизнь помогает. От бед и проблем тебя защищает. Таким образом, данное полотенце для того, кому вы преподнесете, станет энергетическим помощником и оберегом. А вот для людей, с которыми у вас нет крепких отношений, вы не настолько сильны, и чтобы так сильно их любить, не стоит преподносить такие подарки, так как с ним вы можете подарить и частичку своих энергий. Отдайте предпочтение другому подарку, чтобы потом не жалеть. Не стоит и принимать подарок не от родных и близких людей, так как с ним вам могут преподнести различные проблемы из своей семьи, а также негативные энергии, которые испортят вашу жизнь. Поэтому не рискуйте, под каким-либо предлогом откажитесь от данного подарка. Но если отказаться никак нельзя, тогда принимайте подарок правой рукой, поставив в этот момент правую ногу на носочек. При этом про себя проговаривайте такие слова: полотенце в подарок принимаю, а вот негатив, если к нему прилагается, дарующему возвращаю. После чего обязательно перед тем, как пользоваться, проведите энергетическую чистку. Возьмите восковую свечу, проведите ней по периметру полотенца и скажите: это полотенце не будет мне вредить, так как негатив огонь сжигает, а будет мне служить и приятные эмоции приносить. Так вы нейтрализуете все плохое, но если вы на энергетическом уровне, взяв его в руки, чувствуете холод, это значит, что на нем разрушительный негатив. Поэтому лучше продайте его, так вы разорвете с ним связь, а тому, кто у вас его купит, оно не принесет вред, так как данный негатив направлен на то, чтобы причинить вред именно вам. Поэтому относитесь к полотенцам со всей серьезностью, обдумывайте все действия, которые с ним связаны, соблюдайте народные приметы, ни о чем не переживайте, у вас обязательно все будет прекрасно и хорошо. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, друзья, и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите.